Елена возвращалась домой поздним вечером, когда решила проверить почтовый ящик. Она уже собиралась закрыть дверцу, но вдруг услышала внутри тихий, едва различимый писк. Женщина замерла и прислушалась. Звук повторился, и теперь было ясно, что ей не показалось. Она открыла ящик шире и увидела маленького щенка, свернувшегося между рекламными листовками и старыми газетами. Малыш был настолько худым, что под грязной шерстью отчетливо выступали ребра. Он дрожал всем телом, а глаза почти не открывал. Елена осторожно достала его и сразу заметила, что щенок холодный и очень слабый. Кто-то специально положил его туда, чтобы избавиться от него. Никакой записки или объяснения рядом не было. Елена завернула щенка в свою куртку и понесла домой. Первую ночь малыш почти не двигался и только иногда тихо поскуливал во сне. Елена несколько раз вставала, чтобы проверить его, согреть и дать немного воды. На следующий день она отвезла щенка к ветеринару. Серьезных травм не оказалось, но животное было сильно истощено и обезвожено. Врач предупредил, что теперь все будет зависеть от ухода. Елена решила, что сделает все возможное. Она кормила щенка маленькими порциями, следила за его состоянием и каждый вечер укладывала рядом с собой, чтобы тот не боялся. Постепенно малыш начал оживать, а через пару недель впервые принес Елене игрушку. Это был самый обычный старый мячик, но Елена почему-то долго смотрела на него и улыбалась. Щенок больше не боялся людей. Он встречал хозяйку у двери, ходил за ней по квартире и каждый раз засыпал рядом, положив голову ей на ногу. Однажды Елена снова открыла тот самый почтовый ящик и вспомнила, каким маленьким и беспомощным был найденный там щенок. Она посмотрела на своего уже окрепшего питомца и тихо сказала: «Хорошо, что я тогда тебя услышала». Щенок поднял голову, подошел ближе и положил лапу ей на руку. С этого дня Елена больше никогда не называла его найденышем. Для нее это был просто тот, кто однажды появился в ее жизни и остался в ней навсегда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.